Момент 500 подписчиков настал, и при подготовке видео их стало 520. И в честь этого я решил показать, что успел сделать с Квинти. К сожалению, все те, кто хотят увидеть красивую презентацию, стоит отойти, забыть про красоту и вернуться, так как все, что нужно, находится здесь. Хотя так выглядит лучше. Здесь можно общаться с, так сказать, Квинти. Вот примерный диалог. А пока скажу, что кое-что, а точнее все, сильно изменилось. Во-первых, Квинти — это уже не имя. Квинти — это вся материальная конструкция вместе с системой Квинта, которая позволяет разговаривать с ботом по каким-либо правилам. И тут такое удивление. Квинта? Что это такое? Квинта появилась еще давно, где-то года 2 назад. И тогда было так, что Квинти — это мужской чат-бот, обитающий в нашем мире, а Квинта — это женский чат-бот, обитающий в цифровом мире. Но теперь Квинта уже тоже и не чат-бот вовсе. Квинта — это система, которая может использовать определенные правила для поддержания диалога. Ну так вот, то, с чем я разговариваю, можно назвать Квинти. Но в глубине я разговариваю с конкретным чат-ботом, который имеет свое имя и свой пол. Как я говорил, этот чат-бот функционирует благодаря технологии Квинта, которая совмещает в себе большие части, такие как структура, база знаний и doing. Как обо всем этом рассказать за раз, я не знаю, ведь Квинта — это самый сложный проект в моей жизни. Поэтому буду говорить об этом много, неупорядоченно, в других видео, и вам придется хорошенько подумать, чтобы склеить эти кусочки понимания в полное представление. Сейчас мне не стоит много говорить, так как из-за спешки структура превратилась в месиво компонентов, и его нужно будет и разгрести, и модифицировать. Не волнуйтесь, об истории становления Квинты я смогу рассказать, так как веду документацию нововведений. Запуск второго диалога. Без новостей за этот месяц не обошлось. Вкратце, я установил новую версию Power Director. Прошлая была 6.8.2, теперь же он имеет версию 9.11.0. Функций заметно больше, хотя, как и прежде, есть недоработки. В виде нельзя ускорить видео в 3 раза. Хотя, что удивило, теперь наконец-то можно плавно перемещать объект, что дает серьезную возможность для анимации. В общем, мне пора продолжать разрабатывать это дело. Кто, если не я, это сделает? Пока я экстренно подготавливал все это, у меня появилось много идей, как можно улучшить это дело. Хочу упомянуть, что последняя версия Квинти была почти год назад, и это была версия 8. Теперь Квинти будет версией 10. Но с этого момента каждая последующая версия будет увеличиваться на 1. Хотя раньше я рассматривал версию как показатель, насколько версии различаются. А на этом я еще раз говорю спасибо тем, кто смотрит меня давно, кто ставит лайки. Я постараюсь сделать видео чаще. Например, в следующее видео сделаю какое-нибудь, полегче, чтобы основное время уделить Квинти. Ну и всем